К официальным анимационным проектам по вселенной Молота Войны можно относиться по-разному, но в сети устойчиво ходит ощущение, что если они тебе нравятся, то ты говноед, а если не нравится, то ты олдфак в прямом смысле этого слова, еще и без личной жизни. Я считаю, что в целом распределение на черное и белое имеет место быть. Да что уж говорить, если многим хватает пары минут, чтобы понять, они слушают или смотрят говно, либо то, что им в целом нравится. Но стоит понимать, что нравится или не нравится, не всегда дает полное описание моего или вашего впечатления. Это скорее подведение общего итога. Например, вот ролик, где я высказывал свое мнение о ангелах смерти. Ссылка на ролик в описании или в правом верхнем углу. Там я сказал, что в итоге мне нравится, несмотря на все перечисленные недостатки, так в комментариях сразу находятся индивидуумы, которые посчитали, что он мне не понравился, и типа попробуй сделай лучше. Либо я говноед, что могу такое смотреть. Во-первых, нравится не всегда все, в целом нормально, но есть проблемы, которые нужно и можно было решить с ресурсами Games Workshop. Во-вторых, каждому свое. Скажу по секрету, может быть вы не в курсе, но и Астартес далеко не всем понравился. Вот многими любимый Hellsreach набрал 39 тысяч лайков на 462 дизлайка. И все это несмотря на то, что визуальная составляющая далеко не хороша. И да, я знаю, что это фанатский проект, но и там проекты тоже разработанные фанатами, просто под крылом ГВ, к которым требований больше только из-за того, что у них имеются ресурсы. Не у студии конкретно, а у самой Games Workshop, которая могла бы себе позволить более широкий масштаб в плане состава, который мог бы работать над этим более профессионально. У меня есть книга «Война за Армагеддон», и я смотрел Hellsreach. И да, сюжет интересный, хоть иногда и бывает скучным и даже затянутым. А ведь это все по книге, претензии многих еще в том, что им не нравится пафос и тупые диалоги, а в книгах по их мнению такового нет. Но я с полной уверенностью могу сказать, что в книгах либо так же, либо еще хуже по факту. К примеру, первая серия «Ангелов смерти» истоки на официальном канале имеет 14 тысяч лайков на 852 дизлайка, что тоже очень даже неплохо. И кстати, первая серия правда хороша. Возможно, проблема в негативном инфополе, которое просто, как правило, более заметно на фоне тех, кто просто ставит лайки и пишет комментарий, что им понравилось. Вообще скажу такую мысль, ведь люди, даже заранее зная, что выйдет полный кал, все равно будут это смотреть. Они либо убедятся в этом, либо поймут, что не так уж все и плохо, и уже потом, в зависимости от того, насколько они зависимы от чужого и самого громкого мнения, выберут, нравится им это или нет. Это не всегда хорошо, но тоже имеет место быть. Можно без раздумий согласиться с несогласными, либо критически помыслить и подумать, выстроив свою собственную точку зрения. Поэтому в первую очередь говорите, как чувствуете именно вы.